Всем привет из Одессы. Сегодня 7 апреля 2024 года. Я приехала в центр города на улицу Греческую. И, конечно же, сейчас по ней с вами прогуляемся. Ну и расскажем, конечно, что происходит в Одессе и какие сейчас здесь события. И расскажем и покажем, как сегодня живут одесситы. Кофейни, как всегда, работают вовсю, и всегда есть очередь в кофейне, потому что каждый хочет выпить хороший вкусный кофе. Сейчас ориентировочно в Одессе такие цены на кофе. Но сейчас мне кофе не хочется, поэтому идем дальше. Конечно же, прогуливаясь по улице Греческой, здесь не могло бы не быть греческих скульптур, поэтому сейчас я вам их покажу ближе. Це Атланти. Хто не знает, це Атланты. И они вот придерживают такое красивое здание. И, конечно же, оно тоже в греческом стиле. Здесь мужские скульптуры, а мы, конечно же, пойдем к женским. Вот какая красота! Как бы всех не радовала погода, как бы всем не было хорошо, приятно, но все равно люди напряжены. С 1 апреля была такая тишина, все начали возвращаться к обычной жизни, заниматься своими делами. Но снова начались постоянные тревоги, начали лететь ракеты, начали лететь беспилотники. Снова в городе началось все то же, что и было до 1 апреля. Снова люди плохо спят, потому что приходится по ночам бегать в укрытие. Вчера были слышны взрывы, позавчера были слышны взрывы. И вот так вот, только люди начинают расслабляться, сразу все начинается так, как во время войны, потому что действительно продолжает в городе, в стране идти война. Молодежь здесь отдыхает, крутит велосипеды. Все вышли погреться на солнышке. Так, а это здесь кафешка. Никогда в ней не была. Нужно будет как-то зайти. Вчера в городе были слышны взрывы, и поэтому всех снова предупреждают зарядить свои телефоны, зарядить свои планшеты, ноутбуки, потому что снова может быть отключение света и удары по энергоструктуре. Ой, это все грустно, хочется наслаждаться жизнью, гулять спокойно в городе, но, к сожалению, не получается. Еще совсем мало распустились листики, но скоро все будет зеленым, как эта травка. Так, здесь мы прогулялись и, конечно же, пойдем дальше. Посмотрите, какой красивый у нас город. Вот я прогуливаюсь и просто получаю удовольствие от всего увиденного. Архитектура, конечно, в Одессе потрясающая. Особенно та, которую отреставрировали. Просто вот хочется остановиться и рассматривать каждый уголок. Так, а здесь у нас знаменитый в Одессе и очень дорогой магазин. И сейчас далеко не каждый украинец может позволить себе в нем покупать какую-то одежду. Но ничего, всем этого искренне желаю.
вот эти вот фонари. В Польше тоже много таких подобных фонарей. Такую создают атмосферу приятную в городе. Даже днем, а вечером еще лучше. Вот все это смотрится. Знаете, я вот сейчас прогуливаюсь по городу, и вот я хочу выразить огромную благодарность каждому предпринимателю, потому что всем предпринимателям в Украине, в Одессе сейчас на самом деле очень сложно, потому что все знают, что из-за войны платежеспособность людей, конечно же, изменилась и в худшую сторону, но каждый предприниматель действительно вкладывает в свой бизнес не только деньги, а еще время, энергию, потому что проходишь возле кафе, возле магазина, возле заведений, везде чисто, везде каждый пытается как-то украсить свое детище, чтобы другим людям хотелось в него заходить и оставить там деньги. Поэтому предприниматели города Одессы, вы большие молодцы. Вот если смотреть на этого парня, то сразу видно, что в Одессе весна. Посмотрите, какое у него хорошее настроение. Вот так и у всех одесситов, когда на улице поют птички и тихо в городе. Девушки, собачка явно хочет убежать. Вот так идешь. Можно даже посмотреть на себя в зеркало. А еще посмотрите, какие в Одессе есть магазины. Обратите внимание на витрины. Это одежда с таким этническим стилем, с элементами этнического стиля, и выглядит очень красиво. Сейчас мы зайдем и посмотрим, что там еще есть. Тут навіть хочеться спілкуватися українською мовою. Смотрите, какая красота, какие веночки здесь можно купить. Видно, что вся одежда из натуральных тканей. Сейчас можно посмотреть цены. Это женские вышиванки, 3300 гривен. Видно, что это все ручная работа, и она просто впечатляет. Вот в последнее время на улице можно встретить много женщин, которые носят подобные национальные украинские украшения. Мимо этой витрины просто нельзя пройти мимо. Посмотрите, это все ручная работа. И люди, которые создают такие вещи, они действительно очень и очень талантливы. Какие красивые, интересные шкатулки здесь можно увидеть. Здесь можно посмотреть, конечно же, цену. И в среднем такая шкатулочка стоит 1300 гривен. Но еще раз повторюсь, это все ручная работа. А ручная работа это всегда дорого, потому что люди вкладывают сюда очень много сил и времени. Tutaj widać takie, to też takie same mamy. Dziękujemy bardzo panu Robertu za taki prezent. Pan może zobaczyć, że takie same sprzedają i u nas w Odessie. Дуже вам дякую, гарного дня. До побачення. Дякую. Отак
подивилися на украинские. Я считаю, что одежда, этническая одежда, это всегда прекрасно. Она показывает культуру, раскрывает историю. И действительно, вот что-то есть в такой одежде. Какая-то особая энергия. Поэтому прикольно заходить в такие магазины. Но мы идем дальше. Очень меня удивил польско-украинский значок. У нас такой же есть. Нам подарил его пан Роберт. Dziękujemy bardzo пану Роберту. И вот иду и вижу, что спокойны в Одессе только вот этих два мужчины. Вот они ловят дзен. Люди обычные сейчас так не могут. Нам многие зрители пишут: вот вы гуляете по улицам, все показываете, а где же эта война, где же эти взрывы, там совсем не страшно. Нет, в такие моменты, как я сейчас иду, да, действительно не страшно, но вот когда слышны действительно взрывы, когда ты знаешь, что ракетная опасность, куда-то летит ракета и не знаешь куда, это действительно страшно. И все в такие моменты очень переживают и ищут укрытие, чтобы остаться целыми и невредимыми. А знаете, что Греческая одна из самых старых улиц в Одессе, одна из самых первых улиц в Одессе. И Греческая она называется именно потому, а все просто, потому что в то время, когда город только развивался, на этой улице жило большое количество именно греков, большая диаспора. Здесь греки открывали первые магазины, первые сувенирные лавки, и поэтому, собственно, название осталось таким. Сейчас мы подходим к зданию, которое, вижу, скорее всего, пострадало, потому что вижу, что окна с фанерой, закрыты фанерой, и, наверное, что-то здесь происходило. И вот мой любимый балкон в городе. Посмотрите на эту красоту. Для тех, конечно, кто не знает, это Одесский музей западного и восточного искусства. Если всматриваться в детали, это просто невероятно красивый балкон. Но равнодушный даже человек не сможет пройти мимо. Скажу честно, вот от себя, я раньше как-то не понимала, что мы живем в настолько красивом городе. Я иду, и мне хочется, я посмотрю на эти здания, и мне просто хочется останавливаться и наслаждаться этой красотой. Ну просто потрясающе. Но люди вкладывали сколько труда, сколько идей, сколько сил в эту архитектуру, что благодаря им мы можем даже сейчас наслаждаться их творением. Здесь иду и просто притягивает витрина. А она такая розовая, как раз для девочек. Это магазин белья, скорее всего, по-моему, если я помню. Да, это магазин белья. И смотрите, какая прелесть. Как можно сказать, что Одесса не прекрасна? Одесса прекрасна, Одесса знаменита, она должна развиваться, она должна спокойно жить. И где бы мы ни были, где бы я ни была, с кем бы я ни говорила, но практически всегда, независимо от того, с какой страны был человек, всегда, когда ты говорил, что ты из Одессы, все говорили: о, я знаю этот город. Спасибо, очень приятно. Хорошего дня вам. Смотрим на знаменитый дом в Одессе, если меня, конечно, пропустят. Смотрите, тоже все в греческом стиле. А знаете ли вы, что вчера в небе над Одессой можно было наблюдать редкое природное явление? Это гало. То есть такой нимб, не нимб даже, а круг вокруг Солнца. И вчера над городом это было видно. Но, к сожалению, я это прочитала только в новостях, потому что на улице этого я не заметила. А когда на небе появляется вокруг Солнца вот это гало, то говорят, что возможно смена погоды в худшую сторону.
Но вообще в целом, спасибо, погода радует одесситов. На улице тепло, солнечно, нет сильного ветра. И если посмотреть прогноз погоды, то такая температура будет всю неделю, 18-20 градусов. А это, конечно, не может не радовать. Так, здесь афиша Одесса уже показывает, какие есть концерты в Одессе, какие есть спектакли. И здесь вот читаю «Попередній пестощі». И только вот когда уже прошла эту афишу, поняла, что в переводе это «предварительные ласки». Ну, звучит немножко смешно. Так что для тех, кто не понимает перевода, это «предварительные ласки». Дорогие наши зрители, мы всегда относимся к вам с большой теплотой, с большой любовью. Спасибо, что вы у нас есть. Спасибо за то, что пишете нам так много приятних і хороших слов. Очевидно, дуже поздравлення для wszystkich наших widzów z Polski. Ми вас дуже кохamy і завжди нам przyjemno czytać wszystkie wasze komentarze. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Я желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. В первую очередь для украинцев тихого дня, чтобы ни у кого ничего не взрывалось, вы не видели ракет и не слышали звуки тревог. Ну и мы, конечно же, тоже, потому что это очень неприятное чувство. До следующего видео. Будьте счастливы, будьте здоровы и, конечно же, старайтесь при возможности, при свободном времени выходить на улицы города и греться на таком прекрасном весеннем солнышке. Гулячки!